Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня мы с вами будем участвовать в процессе создания осеннего кафтана стеганого из платка. Из двух платков я решила сегодня не делать обзор готового изделия, а вот с чего начинаем, и в конце вы увидите готовое изделие. Познакомить вас со всеми этапами создания этого кафтана из платка, стеганого, утепленного. Ну и у нас процесс пошел, был заказ, мы сделали первую примерку из макета. Вот вы видите на манекене то, как будет выглядеть это изделие. Для макета я использую стеганая подкладочная ткань, $1 метр, и мне не жалко экспериментировать и моделировать с этой тканью, чтобы не ошибиться и не порезать дорогой платок. Поэтому я и вам советую, особенно верхнюю одежду, исключительно начинать с макета. Вы увидите, и клиент увидит, удобно ли, как будет выглядеть изделие, определитесь с длинами, с пропорциями. Сразу на макете становится все ясно и понятно. Ну, что у меня клиентка принесла два платочка, вот эти платочки. Я сделала лекало и прикинула, как у меня все должно разложиться. Один платок у меня полностью уходит на юбку. Юбка, вы видите, достаточно пышненькая, со складками. Вот складки по переду. Потом есть складки, две бантовая склада на боковом шве. И в шве будет предусмотрен карман, вход в карман. Ну и дальше сконцентрированы складки по спинке, вот в средней части, одна встречная и две складочки, они будут перенесены и совпадать с выточкой. Рукавчик у нас заведено плечико, полуреглан, и вот с таким набором складочек. Также бантовая и параллельно еще по две складочки. Он такой в меру заужен, аккуратный, не широкий, но и не ограничивающий в движениях. Вот стоечка. Один платок у меня полностью уходит на юбку, а второй платочек, там все прекрасно раскладывается вверх, перед, спиночка, рукавчик и стойка. Платки шерстяные, чудесные, размером 1,25 на 1,25 м. Этот платочек у меня пойдет на юбку. С одной половинки у нас перед, с другой спинка, с небольшим уклончиком по боку, с косиком. Все это вы увидите на столе, эти нюансы, как будут формироваться складочки. Все это будет на выкройке более подробно. Первым делом мы проклеили платок клеевой, причем проклеили капитально, с прессом, так чтобы клеевая не отходила. Далее я разложила на платочке выкройку верха, все это распределила так, чтобы у меня максимально красиво выложился этот чудесный рисунок платка на нашем изделии. Одна половинка у меня пошла на перед спинку, я уже вырезала, и первоначально также мы платочек весь проклеили. Вырезала с припусками для того, чтобы утеплять и делать стежку. Вот вы сейчас увидите, как у нас рисуночек раскладывается. Здесь в рисунке будут появляться выточки. Опять же, на столе вы это все увидите. Ну вот рисунок у меня лег красиво на спине. Симметрия начинается с центра спинки. Проймы я не вырезала. Это все буду вырезать уже после того, когда мы простегаем. Ну и, конечно же, вот так вот выходит
рисуночек у нас на центр нашего кафтанчика. Очень внимательно нужно подходить к рисунку, 5 раз отмерить, а потом отрезать, чтобы этот чудесный рисунок зазвучал в изделии, чтобы нигде мы не делали лишних швов, лишних стыковок. То есть все должно быть максимально красиво и продумано. Так, половина платочка пошла на перед и спинку. Вот. Ну и наш рукавчик, который мы уже проклеили, утеплили. Утепляем мы с линтексом 200. Вот видите, как разложился рисунок на рукаве. Вот также вот этот вот узор чудесно выложился по центру рукавчика. На головке рукавчика разместился букет. По низу будет вот таким уголком это все заканчиваться розочкой. Вот такой красивый, красивейший рукав. Стоечка также будет соблюдена симметрия и выложена по узору. Ну и чтобы это все простегать, вот рукавчик первый мы уже отстегали, а второй вот только разложен на слинтексе, булавочками закреплен. Еще мы не срезали утеплитель, вот он большим кусочком с припусками. Когда мы делаем стежку, ткань немножко стягивается, поэтому обязательно оставляйте побольше припуски, 2-3 сантиметра. Вот вы видите, мы делаем стежку по рисунку. Этот рукав он уже постеган, нигде нет никакой клетки, а стежечка аккуратно вошла в наш рисунок. Менялись нитки по зеленому, соответственно, зеленым цветом, по желтому желтые ниточки. Это достаточно трудоемко, но изделие того стоит, чтобы с ним потрудиться и поработать. Я люблю делать такие душевные вещи. Мы много делали из платков изделий, делали рубашки, блузы, а также даже и свадебный наряд. Поэтому с платочками я люблю работать. Они раскрываются в изделии, наполняют изделие душевностью и красотой свою будущую хозяйку. Ну вот, это рукавчик заготовлен. Далее на столе я разложу выкройку. Ну и мы последовательно совсем разберемся. А в конце, во время прощания, я вам продемонстрирую уже готовое изделие. На мне, кстати, вы видите блузочка, которая уже была в обзоре в моем видео. Вы можете посмотреть по ссылочке. Она выполнена по моей авторской известной выкройке свингера. Ну а сейчас мы на столе продолжим знакомиться с технологическим процессом этого чудесного кафтана. Пожалуйста. Один платок полностью на юбочку предусматривается, разрезается, и половинка перед, половинка спинка. Ну а второй платок для верха нашего кафтана. И вот я покажу сейчас, как будет раскладываться выкройка. У меня выкройка спинки со сгибом. Ну и платок четко выкладывается со сгибом. Выкройка переда с выточками у нас выкладывается. И рукавчик. Рукав будет располагаться по диагонали, так, чтобы красиво выложился вот этот рисуночек. И низ рукава заканчивается уголочком. Вот центр рукавчика, головка с раздвижкой, по центру встречная складочка рукава и еще по 2 складочки. Вот вы видите узор
букет, и здесь как раз попадает головка рукава. Я увидела, что у меня выкройка раскладывается. Вот в этой зоне будет стоечка. Размер 48 клиентки. Тут я буду перед и спиночку без бокового шва с выточкой. При необходимости, если хочется чуть больше размер, у меня на выкройке переда изображен центр и заход, но изделие будет на крючках по центру, и планочка будет снизу подшиваться. И здесь вы видите возможность дополнительно, как на припуск или же на увеличение размера. Поэтому у нас есть еще край платка, он позволит вам при необходимости поместиться вашим размером. Но мне хотелось, чтобы наш рисунок низ по талии платочка попадал, весь этот узор, красиво центр разместился по спинке, поворотик, вот, и все вышло на центре переда. Ну и также красиво разместился рукавчик. Платочек у меня проклеен, я его уплотнила клеевой. Клеевая черная стрейч, она пружинит, она немножко как бы дает возможность растяжения платочка. Вот мы увидели раскладку. Теперь я вам покажу мои детали, которые мы уже утеплили, и начинаем следующий этап. Намечаем выточки. Вот моя спинка, утеплитель Slintex 200. По спинке обязательно проложен центр. Вот все это нужно зафиксировать, чтобы не было смещения во время стяжки. Намечались выточки. Вот наш перед, все выточки намечены. Пройму я не вырезаю до тех пор, пока у меня все не простегано. Выточки намечаются и закрепляются для того, чтобы, когда мы это все простегиваем, не залазить на выточку, потому что утеплитель вот здесь нужно будет подрезать, снять так, чтобы не было грубости. Поэтому утеплитель высекается в местах выточек, и они нам во время того, как мы все это простегиваем, работают ограничением. То есть сюда в выточку стежкой заходить нельзя. Так, ну и конечно же, вы видите, вот я оставляю везде большие припуски. Все это немножечко во время того, как мы простегаем, соберется, сожмется. Вот верх моего будущего кафтанчика. Все это в работе уже. И сделан рукавчик. Вот рукавчик мы уже простегали. Вот вы видите, как аккуратно уже пошел процесс, как Slintex закрепляется, простегивается, вот уже прорисовывается узор. Все это будет закреплено, не будет движения, не будет смещения, поэтому нужно качественно, аккуратно поработать. Ну, вы видите, вот уже рукавчик полностью мы простегали. То есть больше здесь ничего мы дополнительно простегивать не будем. Вот такая скрупулезная работа. И лекало наше, низ рукава. Девочка высокая, ручки длинненькие, и низ рукава вот будет с таким уголочком по центру рукава. И этот уголочек будет обработан обтачкой. Складочки в верхней части мы высекать не будем, для того, чтобы они нам держали вот эту вот красивую форму. Бантовая складка и еще две встречных складки. Вот наша головка. Вот она с этим красивым букетом на плече заиграет. У нас предварительно был вымерен макет, поэтому лекала все подкорректировались.
И мы уверены в объемах, поэтому спокойно и свободно работаем уже с платочками, работаем уже с нашим кафтаном. Вы видите, как все здесь чудненько выстегано, закреплен наш платочек, утеплен. Вы видите крупным планом, как здесь по рисунку все это выстегивалось, подбирались ниточки, выстегивалась вся эта красота. Верх кафтана утепляется с линтексом 200, а юбочка будет утепляться и простегиваться с линтексом 100. Ну вот этап размещения выкройки, закрепления ткани и утеплителя мы с вами рассмотрели. Следующий этап — это вы уже увидите готовое изделие на манекене. Друзья, кафтан готов. Я его водрузила на манекен. Он в ожидании своей счастливой хозяйки, обладательницы такого интересного изделия. И мы с вами сейчас его можем рассмотреть, заснять, сохранить его для истории, для архива моих видео. Тот этап, когда работа закончена, завершена, и можно получать удовольствие, когда ты на него смотришь и счастлив от сделанного достаточно серьезного этапа работы. Вложена душа, вложен труд, все сделано с любовью, ну и результат перед вами. Я кафтанчик застегнула, вот оно все симметрично, в стык собрано. Низ не стала 3 крючочка застегивать, чтобы вы смогли посмотреть. Вот с изнаночки подобрана подкладочка в цвет, все утеплено, подобраны крючочки, вот такие вот чудесные крючочки. Подкладка отлитная, обработан низ полосой из подкладки, все заделано, все аккуратно. Отдаем его в хорошие руки, для того, чтобы он радовал окружающих, ну и, конечно же, хозяйку этого изделия. Вот вы видите все вблизи. Наши рукава, рисунок на рукаве, вот стоечка, спиночка, складочки сзади. Вот на боку у нас выточка, в которую входит карман, а здесь внизу такой красивый медальончик. Ну, опять же, все состыковано, симметрично, аккуратно. Здесь также шов у нас по спинке прошел, и красиво, симметрично выложился рисунок. По центру спинки в верхней части шва нет, только выточки. В нашем ателье, вот на примере этого кафтана, мы выполняем широкий спектр заказов, вот подобные эксклюзивные варианты. Девочка приобрела много платочков, поэтому это будет целая серия, удлиненный, укороченный вариант. Ну и я вас в дальнейшем буду знакомить со своими последующими работами вот в таком этностиле. Надеюсь, вам мое видео сегодняшнее было интересно. Наше такое эксклюзивное пальто-кафтан понравилось. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Всего вам доброго. До скорых модных встреч на моем канале.